Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Я рада вас приветствовать! Добро пожаловать в мой волшебный уголок, где живут сказки и истории, добрые, смешные, грустные и настоящие. Присаживайтесь поудобней, а я продолжу историю о том, что происходит в мире сказок и как весельчак все восстанавливает. Эта история называется «Золотой мешочек» или «Кто украл мешочек с волшебным табаком?». Пока весельчак и Пушистик спали, произошло что-то совсем непонятное. Окно открылось, и в дом мага пробрался неизвестный персонаж. Он подошел к волшебному сундучку, что-то прошептал, и тот открылся. Золотой мешочек словно ждал именно этого, тут же вылетел. Незнакомый персонаж хотел схватить его, но не успел. Тот вывернулся и подлетел к потолку. Весельчак и Пушистик проснулись от какого-то странного шороха, возни и шума. Кот насторожился и пошевелил одним ухом. Почуяв чужака, он зарычал своим внутренним голосом. Весельчак спросил: «Кто там?», оглядывая комнату. Но вокруг никого не было. Неизвестный вор проник в его магическую мастерскую, а когда мешочек вырвался на свободу, то воришка юркнул за шкаф. Весельчак посмотрел наверх и увидел золотой мешочек, который начал хихикать от того, что его выпустили наконец. «Ой-ой-ой!» – вскрикнул маг и, обращаясь к своему коту, сказал: «Пушистик, похоже, нас ждет еще одно приключение». Тут мешочек покружился и влетел в магическое зеркало, в котором был открыт портал. И тут из-за шкафа с книгами вышел мальчик с виноватым видом. Волшебник увидел его и произнес: «Это ты открыл мой волшебный сундучок и выпустил золотой мешочек?» «Да, я просто хотел, чтобы в моем мире все стало интересней и смешней». «Как ты вообще сюда попал?» — вновь спросил его маг. «Ну-ка, рассказывай, как все было». Много километров и временных измерений отделяли школу современного мира от таинственного замка мага-весельчака. Однако один любопытный ученик этой школы по имени Марк однажды зашел в библиотеку и обнаружил странную книгу. Буквы в ней постоянно менялись, и история тоже все время менялась, будто книга была живая. В ней он узнал, что открылся портал в другие миры и сказки. Ему стоило только подумать об этом портале, и он тут же оказался в нем. Мальчик очутился в сказочном месте. Когда он шел, мимо него пролетали все герои сказок. Они куда-то спешили, бежали мимо него. Марк остановился и увидел волшебную комнату, где маленький маг с веселым лицом вместе со своим пушистым котом варили зелья. Перед ним появились все места, куда переместился мешочек. Мальчик
даже увидел, как тот залетел в его школьную библиотеку. И что произошло потом? Как весельчак вернул все сказки на свои места, и как мешочек вернулся обратно в сундучок. Марк пошел дальше по порталу, и тут в его голове промелькнула мысль: «Дай-ка я возьму мешочек и вернусь в свой мир, чтобы всем стало весело жить». Мальчик любил разыгрывать своих друзей, и ему нравились веселые истории. Не успел он так подумать, как перед ним открылся коридор из светящихся лучей. Он вступил в этот яркий вихрь из букв, строчек и очутился в пространственном измерении сказок. Марк не успел ничего понять, как оказался перед домом мага-весельчака. Окно было открыто, и он заглянул туда. Мальчик увидел сундучок, в который залетел золотой мешочек. Рядом с печкой в кресле качалки спал тот самый волшебник с улыбчивым лицом, а на его коленях спал пушистый серенький кот. Марк вспомнил о своем желании и тут же влез в окно. Подошел к сундуку и что-то прошептал. Пока он был в портале, он услышал слова заклинания, которые отпечатались в его памяти. Именно их он произнес, и сундук тотчас же открылся. Все, что с ним произошло, мальчик рассказал магу и Пушистику. Весельчак, выслушав его, произнес: «В твоем желании нет ничего страшного, но то, что ты освободил мешочек с волшебным табачком, это не совсем хорошо. Он может все перевернуть вверх дном. Я приложил немало усилий, чтобы навести порядок во всех сказках. С волшебными вещами нужно быть очень осторожными. В моем зеркале открылся портал в твой мир, и золотой мешочек снова улетел туда. Теперь мы с Пушистиком должны его вернуть обратно в сундучок, а тебя я должен отправить домой немедленно. Иначе ты можешь заблудиться в коридорах пространственного измерения и потеряться навсегда». Мальчик стоял с виноватым видом и не знал, что делать дальше. Весельчак взглянул на него своим веселым взглядом, потом подмигнул коту. Пушистик потерся о ноги мальчика и хвостом толкнул его в зеркальный портал. Марк вмиг исчез в волшебном зеркале. Перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, Весельчак с Пушистиком позавтракали и на сытый желудок стали собираться. Маг, зная о том, что ему предстоит попасть в современный мир, одним щелчком пальца оделся в подходящий костюм. «Ну что, не дали нам с тобой отдохнуть? Надо угомонить золотой мешочек. Пойдем, мой дорогой Пушистик, ты готов?» Кот вылизал себя основательно и, мяукнув своему хозяину в знак согласия, приготовился идти туда, куда он его позовет. «Пора!» – произнес Весельчак. Маг и кот подошли к зеркалу. Посмотрев на свое отражение, волшебник и кот шагнули в портал. Когда они приблизились к выходу из него, маг махнул своей рукой, и в его руке оказался посох. Весельчак сразу же отправился в школу, в которую, по его мнению, снова полетел мешочек.
Первым делом он зашел в библиотеку. С помощью магии маг перечитал все книги, но золотого мешочка там не было. Волшебник обратил внимание, что взрослые ходят в школу и сидят за маленькими партами в классе, потеют над сложными заданиями и получают двойки за поведение. Кот и весельчак видели все так, будто наблюдают со стороны за происходящим. Маг из библиотеки отправился в класс, поднялся на второй этаж, заглянул сквозь стену и услышал: «Так, мистер Иванов!» – прозвучал строгий голос. Весельчак посмотрел в ту сторону, где обычно сидит учитель, и увидел девочку. Она ходила с важным видом, делала замечания и вызывала к доске. Эта девочка и была учительницей. «Так, мистер Иванов, сколько будет дважды два?» – строго сказала она, указывая линейкой на растерянного мужчину в школьном костюме. «4», – пробормотал он. «Неправильно! В нашем мире дважды два – это рыба. Садись, двойка!» Маг удивился и подумал: как-то все невесело это. Когда он вышел из школы на улицу, то увидел, все взрослые были одеты в детские одежды, а дети, наоборот, в строгих костюмах и галстуках. Взрослые растерянно пытались справиться с детскими законами, где все решали конфеты и мороженое. Весельчак и Пушистик отправились в город и, наблюдая за всем этим со стороны, удивлялись и качали головами. «Ха-ха! Да уж, вот это поворот! Кажется, золотой мешочек снова натворил дел. Нам нужно срочно его найти, пока эти взрослые не начали подписывать цветными мелками важные государственные документы. Я больше не сторонник всеобщего хаоса. В мире должен быть порядок. Взрослые должны быть взрослыми и не поступать, как глупые дети. А дети должны быть детьми и учиться жизни по мере взросления», – мысленно подумал маг. Весельчак с Пушистиком решили пойти к дому Марка, где кроме него в семье были его младший брат, младшая сестра, папа с мамой. Не успели они приблизиться к дому, как увидели, что Марк тоже стоит и смотрит на все это как бы сквозь стену. Маг и кот тихо подошли сзади и тоже стали наблюдать за тем, что там внутри происходит. «Папа, я все знаю!» – крикнул его брат, бросая портфель на пол. «Учительница сказала, что ты опять не выучил домашнюю работу по математике. Как тебе не стыдно?» «Да я пытался, сынок. Ну я просто...» – мямлил отец, глядя в пол. «Никаких оправданий! Быстро за уроки! И чтобы через час все было сделано!» В другой комнате его младшая сестра устроила разнос маме. «Мама, ты опять с замечанием в дневнике пришла? Почему ты шумела на задней парте?» «Просто мне подружка анекдот рассказала, вот я и засмеялась», – оправдывалась мама. «Никаких анекдотов в классе. Завтра я пойду в школу и проверю, как ты исправишь свое поведение. В
противном случае я накажу тебя. Будешь месяц ходить без маникюра». Взрослые вздыхают и отправляются делать домашнее задание. Марк смотрел на все это и не знал, что же происходит с братом, сестрой и их родителями. Он решил отправиться к своему лучшему другу, который жил со своими бабушкой и дедушкой. Когда он повернулся, то увидел волшебника в строгом костюме и его спутника, пушистого кота. Весельчак предложил отправиться вместе, и Марк согласился. Все втроем стояли у дверей дома 10-летнего Антона, который являлся лучшим другом Марка. И вот что они там увидели. Антон, зайдя домой, прямо с порога заявил: «Я сегодня очень устал. У меня было заседание в Министерстве игр и веселья». Он положил свой портфель в прихожей и зашел на кухню. Его бабушка спряталась под кухонный стол и, не дожидаясь ужина, потихоньку уплетала пирожки с вареньем. «Ба, ты опять ешь сладкое перед едой?» – строго сказал Антон. «А как же правильное питание, диабет, сахар в крови?» Бабушка замерла с пирожком в руке и тихо прошептала: «Ну, внучек, я только один кусочек, маленький совсем». «Никаких маленьких! Сначала ужин, а потом сладкое», – заявил Антон, вытаскивая бабушку из-под стола. Тем временем дедушка Антона в гостиной включил пластинки с ретро-музыкой и стал пританцовывать. Внук тут же сделал замечание: «Дед, у нас после 8 вечера режим тишины. Ты что, хочешь, чтобы соседи пожаловались? И где твои тапочки? Снова босиком ходишь?» Ай-яй-яй, старшему поколению стыдно не знать правил. Дедушка, потупившись, выключил музыку и пообещал больше не нарушать порядок. «Вот так-то лучше!» – важно произнес Антон и отправился в свой кабинет. Бабушка и дедушка переглянулись и вздохнули. «Вот уж никогда бы не подумала, что внук нас воспитывать будет», – посетовала бабушка, облизывая варенье с пальцев. Весельчак повернулся к Марку и спросил: «Ты готов с этим мириться? Если ты еще не понял, что происходит, предлагаю тебе вместе с нами отправиться к министрам, и ты своими глазами увидишь, что может случиться, когда бездумно пользуешься волшебными вещами». Кот терся о ноги мальчика. Все трое через портал сразу переместились в министерство. Весельчак, Пушистик и Марк попали на заседание. Они смотрели со стороны. На заседании сидели одни дети в строгих костюмах. 10-летняя Настя, министр серьезных дел, посмотрев на всех присутствующих, произнесла: «Итак, господа, мы решим все вопросы самым справедливым путем с помощью игры камень, ножницы, бумага. Первым пунктом у нас идет принятие декларации дружбы. С кем мы будем дружить, а с кем нет. Вторым пунктом – строительство моста или тоннеля. И третьим пунктом – принятие закона «больше веселья, меньше скуки». Один из присутствующих министров заявил: «Я объявляю, что у меня есть суперстратегия, и я не проиграю никому. Я предлагаю ни с кем не дружить». В первом же раунде он проиграл. «Это несправедливо!» – закричал он.
Я требую пересмотра правил. Этот министр показал камень, а все остальные – бумагу. Дети засмеялись. Это и есть твоя стратегия? Министр покраснел и замолчал. Некоторые дипломаты, в кавычках, и министры, в кавычках, так увлеклись игрой, что пропустили все остальные пункты. Законы приняли без их участия. Первый закон гласил «дружить только с детьми». Второй гласил «отменить все мосты и тоннели». Третий закон был такой – развлекаться и днем, и ночью без перерыва. Марк, будучи ребенком, все же понял, что из таких абсурдных законов ничего хорошего не выйдет. Он повернулся к волшебнику и сказал: «Нет, я больше не хочу много веселья. Все должно быть правильно и справедливо. Родители родителями, а дети детьми». Он достал из кармана волшебный золотой мешочек и протянул его волшебнику. Весельчак улыбнулся и спросил: «А как он оказался у тебя? Я всю библиотеку перечитал, чтобы его найти. А он все это время был в твоем кармане?» «Я его поймал перед самым выходом из портала. Он успел выпустить немного табачной пыли. И вот что из этого вышло», — сказал мальчишка, потупив голову. Маг произнес заклинание: «Ксаракс, Фаракс, Паракс». Марк исчез. В реальном мире все встало на свои места. Взрослые занимались своими взрослыми делами, а дети ходили в школу, а в выходные дни играли в свои игры. Весельчак и Пушистик вернулись через зеркальный портал к себе домой. Как только Пушистик поставил на пол свою четвертую ногу, зеркало, в котором был открыт портал, упало и разбилось. Портал закрылся навсегда. Все буквы в книжках встали на свои места и больше не перемешивались. Эта сказка говорит о том, что с желаниями тоже нужно быть осторожными. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, спасибо вам за то, что были со мной. Если моя сказка нашла отклик в вашем сердце, я очень счастлива. Для меня нет ничего дороже этого. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик и приходите снова. Я всегда рада вам.